Всем салют! Вы на канале Твой Друг, меня зовут Ричард. В этом видео мы совсем немного разберем виды вампиризма и то, как они работают. Но самой главной темой видео будет то, как работает топор кровожадности и почему это на данный момент один из самых нераскрытых предметов. Давайте на берегу определимся, что примеры я приведу лишь на некоторых героях. На всех это сделать физически сложно. Подписывайтесь, жмите лайки и погнали! Существует три вида вампиризма – физический, магический и от навыков, и ни один из них не будет работать, если бить по башням или щитам героев, но по героям без щитов, лесным монстрам или крипам отхил будет. Физический вампиризм работает только от базовых атак. Например, если мы соберем на Грэнджера когти Хаоса, то отхил у нас будет идти только от базовых атак, так как предмет дает возможность восстановить здоровье именно при поражении цели автоатакой. Стоит учитывать, что есть такие герои, как Ван Ван, у которой ульта считается базовой атакой. Первый навык и ульта Баданга, пассивка и ульта Клауда, второй навык Линга, первый навык Мии, ульта Эритель, базовые атаки клона Сана. То есть у этих героев вампиризм при покупке предметов, о которых расскажу далее, будет учитываться не как от навыка, а как от базовой атаки. А теперь самое интересное и то, ради чего мы тут все собрались. У магов вампиризм дают такие предметы, как жезл Снежной Королевы, ожерелье заточения и концентрированная энергия. Через них маги могут восстанавливать свое здоровье, через какие-то больше, через какие-то меньше. Например, проверим это на Вейле и соберем сначала ожерелье заточения. Как мы видим, вампиризма от базовых атак нет, а вот от навыков наше здоровье на плюс 66 хп вернулось обратно. Теперь соберем жезл Снежной Королевы. От базовых атак точно так же отхила нет, и вампиризм не работает, а вот от навыков уже вампиризм стал работать, и наше здоровье восполнилось на плюс 128 хп. Следующий предмет – концентрированная энергия, которая также не работает на вампиризм от автоатаки, но работает лучше, чем предыдущие два предмета и дает отхил гораздо больше, целых 254 хп. А теперь, внимание, смертельный номер и то, что вряд ли кто-то когда-нибудь делал. Мы собираем топор кровожадности на мага. Автоатаки нам по-прежнему не дают ничего, а вот урон навыками дал просто лютый отхил в виде 1068 хп, надеюсь я правильно все посчитал, который не давал ни один из предметов на магов для восстановления хп через вампиризм. Лайк, если этого не знал. Давайте теперь проверим те же самые предметы на Харли, потому что он работает по одиночным целям больше. Итак, ожерелье заточения от базовых атак не работает, здесь все по-старому. Да и от навыков тоже что-то есть, но не так сильно, и понятно почему. Жезл Снежной Королевы тоже не такой сильный помощник в деле вампиризма, как от базовых атак, так и от навыков. А вот концентрированная энергия уже более профитная история, и отхил за счет вампиризма здесь жирнее, плюс 162 хп с первого навыка и плюс 228 с ульты, плюс еще 91 хп. Теперь собираем топор кровожадности. И от него уже отхила просто огромное количество. 1076 хп в сумме с первого навыка. По-прежнему ни один из предметов магических с вампиризмом, даже концентрированная энергия, не дали нам столько сильного отхила, как топор кровожадности. Давайте теперь проверим на бойцах с маг-уроном, типа Гвиневры, у которой и так уже есть встроенный вампиризм. Здесь соберем сразу энергию и сравним топор с ней. С первого навыка нам дало отхила плюс 229 хп. Топор кровожадности же нам дал 746 плюс 163 хп. Думаю, разница ощутимая, не правда ли? А теперь будет Гататкача, и это тот самый герой, на котором топор не сработал, так как у Гататкачи навыки направлены целиком и полностью на магический урон. И мы сейчас увидим, как энергия здесь зайдет в разы лучше. Собираем энергию, бьем первым навыком, плюс 82 хп, со второго плюс 75 и с ульты 398. Топор дает
плюс 84 к здоровью с первого навыка, плюс 84 со второго и плюс 280 с ульты. Но с накоплением пассивки атаки Гататкачи будет давать от хила больше, нежели чем от топора, так что с ним это не работает, так как с другими героями с магической атакой. Можно привести примеры других героев с физатакой, которые могут получать вампиризм через предметы или эмблемы, но это не такая интересная и недоступная информация, как то, что топор кровожадности на магах и магических бойцах будет давать от хила через вампиризм гораздо больше, нежели предметы с магическим вампиризмом. Я этого не озвучил, но самые внимательные точно заметили, что уроном мы вообще не пожертвовали. Он остался примерно таким же, как и был от других предметов с вампиризмом, но на магов. Надеюсь, я нормально объясняю и вы понимаете то, о чем я рассказываю. Для меня очень важно, чтобы информация для вас была понятной. И таких фишек в игре на самом деле очень много, просто большая часть игроков привыкла мыслить шаблонно и стараться просто брать то, что уже придумали до них. Этим видео я не призываю вас, конечно, теперь постоянно на магах или магических бойцах брать топор кровожадности, но как по мне фишка достаточно интересная и может пригодиться в игре. Хотя скорее, если ваши рандомы увидят у вас топор на маге, они вряд ли оценят эту идею, хотя, как я уже показал, схема рабочая. Все, что знал, рассказал. Если вам хочется больше подобных видео, то подпишитесь, чтобы не пропустить их, жмите ваши лайки и счастливо! I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad.